Всем доброго времени суток. Сегодня будем делать колбаску куриную. Значит, за основу, естественно, у нас курица. Это филе грудок. Перебранное, помытое, как и все остальное мясо. Значит, что входит в состав? Как я сказал уже, курица, шпик свиной и говядина. Говядину я беру это для рисунка, чтобы она на срезе выглядела красиво. Пропорции такие: 50% у нас будет курицы, 25% будет у нас шпика свиного и 25% говядины. Сейчас все будем пропускать через решетку Мерседес, через мясорубку. Поехали. Прежде чем все это вы будете пропускать через мясорубку, поставьте где-то минут на 10-15 в холодильник на плюс 2 градуса, либо в морозилку. Особенно это касается шпика, чтобы он был подмороженным, чтобы, выходя из мясорубки, он получался кусочками. Фарш накрутили, теперь будем делать специи. Но есть еще такой нюанс, про который мы не должны забывать. Все мясо и фарш, который мы делаем сейчас, колбасу, обязательно храним в холодильнике. Просто так, на виду в комнатной температуре он у нас не находится. То есть про это не забываем. Значит, что мы будем брать по специям? Поскольку у нас основа у нас курица, то значит по соли мы берем такое количество: на 1 килограмм соли нитритной, 10 грамм соли поваренной, 8 грамм сахара, 5 грамм аскорбиновой кислоты, полграмма, перец белый молотый 1 грамм, душистый полграмма, чеснока 1 грамм и корицы полграмма. То есть сейчас все это мы набираем, соединяем, перемалываем и будем вымешивать в фарш. Специи приготовили, хорошенько их вымешали, но прежде чем заниматься вымешиванием фарша и добавлением специй в него, заранее приготовьте череву. Если вы будете делать в натуральной оболочке, я использовал свиную череву, я уже ее перебрал, разрезал на нужный мне размер. И сейчас, после того, как у меня черева лежит и вымачивается, я буду начинать вымешивать фарш. Специи в фарш, когда вымешиваете руками, если вымешиваете или вымешиваете в фаршемесе, надо добавлять постепенно, потому что мы хорошо равномерно вмешивались в ваш фарш. И мешаем до образования таких вот волокон в мясе, которые вы почувствуете. То есть станет тяжело вам вымешивать и появятся волокна. Или руками, или в фаршемесе мешаем где-то 8-10 минут. Когда набиваете шприц, делайте это аккуратно, небольшими порциями, чтобы минимизировать попадание воздуха в вашу колбасу, когда будете ее набивать. А теперь начинается самое интересное. Остается только набить наши колбаски. Я уже как говорил, что череву я заранее приготовил. У меня диаметр черевы 36-38. Все, начинаем развлекаться и набивать колбасу. Вот такая красотень у нас получилась. Вообще я считаю, что колбасу в натуральную оболочку и череву крутить проще всего и легче всего, быстрее всего. Ну, по сути, что нам теперь надо? Нам теперь надо убрать эту колбасу на усадку на 24-48 часов в холодильник на температуру плюс 2, плюс 4 градуса.
Через 24 часа колбасу куриную вывесил в коптильню. Здесь буду сейчас проводить сначала отепливание. Это 30 градусов будет у меня в коптильне внутри. До достижения 16 градусов внутри колбасы. Дальше у меня будет идти сушка 60 в камере. И до достижения 35-40 градусов внутри моих колбасок. После чего буду проводить и копчение, и варку одновременно при температуре 80 градусов в камере до достижения кулинарной готовности в 70-71 градус внутри колбасы. Наша колбаска готова, дошла до кулинарной температуры в 71 градус. Вот такая получилась красотень после копчения и варки, которая была одновременно. Сейчас мы колбасу перевесим в сушку на 2 часа, чтобы вот запах, который от дыма на нее осел, чтобы она немножко подветрилась. После сушки на 12 часов будем перекладывать в холодильник на температуру +2, +4. Ну что, прошло 12 часов. Достаем из холодильника нашу колбасятину и давайте пробовать, что получилось. Но я думаю, получилось точно супер. Вот такая она. О, класс. Вот смотрите, если видно, рисунок получился просто супер. Ну, потому что говядина. Давайте по вкусу. И чистится хорошо. Ну, можно есть и так. Корицы взять чуть меньше. А так идеально. По соли идеально. Хорошая колбаса. Супер, рекомендую. У вас получится. Делайте. А мы встретимся в следующих видео. Если кто-то будет делать, оставьте комментарий, пишите, как у вас получилось. Но не получиться не должно. Будет супер. До новых встреч.